Диктаторский режим пал. Что теперь будет в Сирии? Дональд Трамп и Владимир Зеленский призывают к переговорам, а за белорусским избиркомом следят иностранные спецслужбы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Количество потерь как украинских, так и российских войск озвучивают президенты Украины и США. Власти Грузии закручивают гайки, что теперь нельзя делать на улицах страны. Макрон уговаривает Трампа поговорить с Владимиром. Может, тот не понял, с каким именно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Башар Асад, вероятнее всего, погиб в авиакатастрофе, пишет Reuters. Издание ссылается на сирийские источники, утверждая, что самолет с ближневосточным диктатором сделал странный маневр и пропал с флайт-радара. Но ведь он мог просто отключить свой маячок, чтобы запутать вероятных преследователей. Самолет из Дамаска вылетел как раз в то время, когда повстанцы заявили, что захватили город. Сирийские повстанцы публикуют кадры из дворца Башара Асада в Дамаске. Они выступают на государственном телевидении и сносят памятники сирийскому диктатору и его отцу. Кроме экскурсий во дворец Асада, повстанцы в Дамаске грабят иранское посольство, называя Иран главной террористической державой в регионе. Памятники Асаду сносят и в Тартусе, где находятся или, может быть, уже находились российские военные. А теперь главный вопрос не в том, что сможет сделать Россия или Иран, а в том, что им позволят сделать. Об этом говорит политолог Вадим Денисенко. Оставят ли за русскими, за Россией базу в Тартусе? В данном случае она является, с одной стороны, важным, так называемым плечом подлета для африканских операций Российской Федерации. С другой стороны, она совершенно не нужна Турции. Я думаю, что базы в Тартусе будут одним из таких обменных моментов, в том числе и по украинскому вопросу. Поэтому вот сейчас нужно будет следить за тем, что будет предложено или что не будет предложено россиянам. Возможности защищать эти базы у них просто нет. Поэтому ключевой вопрос, если мы говорим с точки зрения Украины непосредственно, для нас самое важное это то, насколько жестко или не жестко будут просить или не просить россиян выйти из Латакии. Тем временем в Сирии появился временный глава государства, точнее временного правительства. Абдурахман Мустафа назвал приоритетными для сирийской оппозиции задачами защиту мирных граждан и формирование переходного правительства. Новая глава в истории Сирии и фактически новая страна. В Пентагоне тем временем заявляют, что сохранят свое военное присутствие там и всячески будут пытаться предотвратить восстановление ИГИЛ в регионе. Мы продолжим тесно консультироваться с региональными партнерами, затронутыми этим кризисом, чтобы поддержать их потребности в безопасности. Наша приверженность партнерам остается сильнее, чем когда-либо. Мы также продолжим сохранять наше присутствие в Восточной Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение окончательного разгрома ИГИЛ и не имеет ничего общего с другими аспектами этого конфликта. Клан Асадов правит Сирией с 1970 года, когда Хафез Асад пришел к власти через военный переворот. В 2000 году, после его смерти, президентом стал его сын Башар Асад. Режим активно использовал пропаганду и подавлял независимые медиа. Главными его союзниками были Россия и Иран. Страны годами поддерживали Асадов военной и экономической помощью. Часть оккупированного Крыма осталась без света. В Евпатории произошла масштабная авария на электросетях, обесточившая 15 трансформаторных подстанций. Оккупационные власти обещали восстановить электроснабжение в течение нескольких часов. Проблемы с электричеством в Крыму стали регулярными.
Летом оккупанты ссылались на аномальную жару, теперь эта отмазка не актуальна, а истинные причины могут быть связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры на юге России, включая сбои на Ростовской АЭС. В июле 2024-го на этой станции произошел серьезный сбой, вызвавший отключение электроэнергии в нескольких регионах, включая оккупированный Крым. Дональд Трамп снова встряхнул инфополе громкими заявлениями о войне в Украине. По его оценке, ВСУ потеряли 400 тысяч человек, а российская армия около 600 тысяч раненых или убитых. Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается. Трамп также заявил, что знает Путина хорошо и считает, что пришло время для Кремля действовать. По мнению Трампа, Китай может сыграть роль посредника и добавил, что, цитирую, «мир ждет». Таким образом, Трамп фактически призвал к немедленному прекращению огня и переговорам, намекнув, что Киев готов на сделку, но все зависит от Москвы. Стало ли это заявление реакцией на события в Сирии или результатом встречи с Зеленским в Париже? А самое главное, согласны ли действительно на переговоры Путин и Зеленский? Об этом мы спросили эксперта, политолога Вадима Денисенко. Все-таки начнет какое-то движение в сторону переговоров мы не можем. Ждать на самом деле осталось не очень долго, потому что с 10 по 13 декабря, то есть уже с вторника, россияне снова грозят орешникам, они снова закрывают свое пространство, воздушное пространство над полигоном Капустин-Яр, и вполне реально, что они будут делать очередную попытку запустить орешник по Украине, а если быть точным, наверное, все-таки по центру Киева. Они будут пробовать это делать. Напомню, что после первого удачного выстрела по городу Днепр у них был неудачная попытка, когда у них ничего не произошло. Что будет сейчас, сказать сложно, но тем не менее, если россияне все-таки будут бить орешником там вторник-четверг, значит точно Путин не готов на сегодняшний момент к переговорному процессу, и он точно будет его затягивать. Если этого не будет, значит он вполне реально, что начинает включаться в какую-то там, не переговорную, но прото- или предпереговорную позицию. С 10 по 13 декабря над полигоном Капустин-Яр закроют воздушное пространство. Это именно то место, с которого запускают межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе и так называемый «Орешник». И тут я попрошу вас написать в комментарии, принять участие в формировании этого выпуска. Что вы думаете, действительно ли Путин готов на переговоры? Действительно ли после инаугурации Трампа могут эти переговоры начаться? Пишите в комментарии. О потерях в рядах сил обороны Украины заявил и президент Зеленский и говорит, что погибшими потеряли 43 тысячи человек. Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные. Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским. В Париже накануне открытия восстановленного собора Парижской Богоматери состоялась трехсторонняя встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном, избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры длились около 35 минут. По информации Axios, Макрон несколько дней убеждал Трампа провести эту встречу. Изначально Трамп отказывался, но в итоге согласился. Зеленский назвал встречу хорошей и продуктивной, отметил решительный настрой Трампа, поблагодарил Макрона за организацию переговоров и подчеркнул общее стремление к скорейшему и справедливому завершению войны. Деталь, которую заметила французская пресса: Трампа сопровождала целая орда советников, но специалистов по Украине в команде не было. Президенту Южной Кореи объявили подозрения в госизмене и злоупотреблении власти. Как мы раньше говорили в эфире Нехта Лайв, Йон Сук Йоль, президент
Южной Кореи объявил военное положение, чтобы удержать власть. Сделал он это на фоне сильнейшего политического напряжения в стране. Йоль обвинил своих политических оппонентов в коммунистических взглядах, просеверокорейских взглядах и заявил, что оппозиция парализует работу государства. Грузинские власти запретили закрывать лица на митингах. Это касается масок, другой одежды, и об этом заявляет премьер-министр страны. А в сети тем временем появляются видео того, как неизвестные, в том числе и в масках, избивают протестующих. Полиция в это время не вмешивается. Очень похоже на Беларусь или Украину, события 14 и 20 годов. Там были подобные картинки. К сожалению, не можем показать вам видео из Грузии тут полностью, но оно есть в нашем телеграм-канале. Не стесняются бить и журналистов, не всегда из оппозиционных каналов, и в целом с протестующими никто не церемонится. За членами белорусского ЦИК следят иностранные спецслужбы. Так глава избиркома объяснил, почему власти решили не публиковать списки членов избирательных комиссий. По его словам, причина – активность зарубежных спецслужб. Сегодня точно доказано, что такие списки попадали в руки разведок некоторых стран, которые преследовали свои цели. После этого начался своеобразный буллинг этих людей. Иными словами, режим боится, что комиссии под колпаком у Запада и списки голосующих правильно граждан могут стать известны всем. Власти снова прячут исполнителей выборного фарса, оправдываясь мифическими шпионами. Порядка 60 тысяч человек будут задействованы в работе избирательных комиссий на президентских выборах в январе 2025-го. Видимо, спецслужбы следят за всеми. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.